Привет, друзья! Сегодня я приготовила простое и в то же время несомненно полезное блюдо чуду. Это блюдо кавказской кухни из очень тонкого теста с начинкой из тыквы. Такие лепешки подойдут даже для тех, кто поддерживается постной диетой. К слову, чуду может быть разный – из творога, зелени, картошки и даже мяса. Этот вариант лепешек с тыквой, что очень вкусно. Тыкву режу на небольшие кусочки и репчатый лук. Прокручиваю в измельчителе. Можно просто натереть на терке, если нет блендера. Главное, чтобы все овощи были порублены мелко. Это очень удобно измельчать в блендере, особенно на большое количество. Разогреем сковороду, у меня вок. Обжариваю лук репчатый в начале с маслом сливочным и добавлением растительного масла. Жарю лук до мягкости, постоянно нужно помешивать. Когда лук полностью обжарится, кладем тыкву и тушим, пока тыква не станет мягкой. В конце обжарки солим по вкусу, перчим и по желанию можно добавить сахар. Все хорошенько перемешиваем, снимаем с огня и даем ей остыть. Пока начинка стынет, сделаем быстро тесто. Кипяток должен быть крутым. Солим и наливаем растительное масло. Всыпаем также всю муку. Ложкой это все нужно перемешать. Обязательно ложкой сначала, а то можно обжечь руки. Как только тесто чуть подостынет, можно замешивать уже рукой. Тесто получается крутым и заварным. С таким тестом легко работать, и он более становится эластичным. Накрываем тесто и даем постоять 15-20 минут. Кладем тесто на разделочный стол. Делаю небольшое углубление и дырку посередине. Раскатываю колбаску. Затем делю тесто на небольшие кусочки. У меня вышло 10 кусков, весом примерно 80 грамм. Тесто очень мягкое и не липнет к рукам и столу. Приятно работать с таким тестом. Формирую шарики, убираю в чашу. Чтобы они не обсохли, я накрываю крышкой. Берем один шарик и ладошкой надавливаю. Делаю лепешку. Раскатывать по возможности очень тонко. Если тесто липнет к столу, то присыпать мукой. Посмотрите, вот такие тонкие лепешки должны получиться. Беру начинку и кладу ее на одну половинку круга. Разровнять начинку. Накрываю второй половинкой. Хорошенько защипываем края. Надавливаем легонько на лепешечку, чтобы убрать воздух. Я специальным ножиком зубчатым провела по краю лепешки. Получается вот такой чебурек чуду. Теперь это чудо лепешки чуду обжарить, то есть испечь на сухой сковороде с двух сторон. Выпекать лепешки нужно на среднем огне. Если лепешки надуваются, прижимайте шпателем кухонным, чтобы вышел воздух. Готовую румяную лепешку, еще горячей, сразу обмазать сливочным маслом. Масло я сделала с зеленью и чесноком. Предварительно растопила в микроволновке. Обмазываем лепешку с двух сторон. Так как это занимает кучу времени, я для удобства и быстроты пеку сразу лепешки на двух сковородах. Одна большая и сразу помещается 2 штуки. Можно накрыть крышкой. Раскатывать лепешки нужно под свой размер сковороды. У меня лепешки диаметром 22-23 сантиметра. Испеклись они быстро. 2 сковородками едва успевала раскладывать их и смазывать маслом с двух сторон. Какой аромат идет от лепешек и от этого пряного чесночного с зеленью маслом. Чтобы лепешки смягчились и стали вкуснее, накрываем их на 20-30 минут.
Удивительные лепешки. Такое гармоничное сочетание вкусной, сочной начинкой из тыквы и тонкого теста. Попробуйте непременно и не бойтесь экспериментировать на кухне. С вами была Наталья.